Привет, с вами Андрей. У нас NetHack на повестке дня. Сегодня я хотел поговорить про мировоззрение. Вообще, какие типы бывают, как его изменить и для чего, собственно, это нужно. Если буквально в нескольких словах весь все это характеризовать, мировоззрение бывает трех типов. Законы, нейтральное и хаос. Чтобы изменить его, вам понадобится единорог-алтарь и, собственно, шлем противоположного мировоззрения. Это если я в двух словах. Вот. А теперь более длинная версия. Для чего, собственно, вообще нужно мировоззрение и почему я, собственно, решил именно про мировоззрение снять? Мировоззрение, в моем случае, оно играет в ход на квест. То есть квест на, грубо говоря, с 11 уровня основного подземелья до 15 у нас идет возможность появления основного квеста. И если вы не будете соответствовать мировоззрению, которое необходимо по квесту, как узнать, которое мировоззрение необходимо по квесту, это ваше начальное мировоззрение, с которым вы начали. Вот. А у меня получилось так, что мой персонаж сейчас, скажем так, немножко другого мировоззрения. То есть у меня получалось, я начинал нейтралом, а у меня сейчас хаосник персонаж, и из-за этого мне сейчас нужно будет менять мировоззрение. Мне, получается, придется через, собственно, шлем противоположное мировоззрение менять свое мировоззрение, либо искать алтарь, чтобы поменять через единорогов. Опять же, об этом чуть более подробно я сейчас буду рассказывать. Собственно, ваше мировоззрение. Вы выбираете мировоззрение при создании персонажей. Если вы выберете расу, кроме человеческой, то есть human, ваше мировоззрение будет неявно. Гномы законны. Гномы законны, гномы нейтральны, орки и эльфы хаотичны. Люди могут выбирать свое мировоззрение. Я, кстати говоря, был действительно человеком, из-за этого у меня мировоззрение бы не было определенно точным. Хотя большинство ролей имеют ограничения на мировоззрение. Например, варвары не могут быть законными, пещерные люди не могут быть хаотичными, а рыцари должны быть законными. Есть два способа изменить ваше мировоззрение. Это шлем, противоположное мировоззрению. Он временно изменит ваше мировоззрение, а принесение жертвы на алтаре с перекрестным мировоззрением по определенных обстоятельствах может изменить навсегда ваше мировоззрение. Это второй способ. Однако вы навсегда измените свое мировоззрение перед выполнением квеста. В игре невозможно выиграть. Переводя на русский язык, что здесь написано, собственно, то, что и нужно. То есть, если, например, вам положено по квесту прийти нейтральным, а вы приходите, например, хаосником, как в моем случае, то у вас ни хрена не получится пройти. Соответственно, в игре вы не сможете победить и достать соответствующее обмундирование. Как сказать, вы сможете играть, продолжать дальше, но вы не сможете пройти до тех пор, пока вы не станете определенного мировоззрения. Собственно, законное мировоззрение. Преимущество – это легкий доступ к Эскалибуру. От окунания длинного меча при достижении 5+ уровня я рекомендую 7. 7 уровень. Получение Грейс Вандер – это серебряная сабля. Хорошее, вообще серебро эффективное против нежити, поэтому я рекомендую, если у вас есть возможность использовать серебро, используйте серебро. Вы не получите или Грейс Вандер, или ваша роль не имеет гарантированного удара первой жертвы, вы получите что-то вроде длинного меча. Это ограничивает ваши навыки владения длинным мечом, позволяет законной роли грамотно владеть эскалибуром. В гномих копах будет больше мирных мобов, поэтому ветка проще. Белые единороги будут встречаться чаще, чем другой цвет, но это понятно, потому что белые единороги, они сами по себе частые. Потом дальше идут серые, и самые редкие это черные единороги, которые встречаются реже всего. При
предотвращает появление внутри законных монстров, что облегчает получение удачи на ранних этапах. Ну, собственно, получение удачи на ранних этапах посредством бросания камней в единорогов драгоценных. По поводу удачи вместе отдельное видео, если вам интересно, можете посмотреть. Некоторые противные монстры, как титаны, золотые наги и архонты, являются единомышленниками, то есть вашего мироисповедания, либо вообще они будут мирные к вам. Вы можете использовать шлем противоположного мировоззрения на хаотичном алтаре. Недостатки. Таинственная сила жестче, то есть сила вашего божества, она будет более жестокая по отношению к вашим ошибкам. Поскольку больше единорогов объединится, вам будет труднее найти рог единорога. Но это сомнительное решение, вы все-таки его в любом случае найдете. Имеется в виду то, что единорогов больше белых, из-за этого труднее найти своего. Но единорога все равно вы рано поздно найдете. Либо наконец еще купите. За исключением Грейс Вайдера законы жертвоприношений не находят общего значения. Но тут спорный момент. Найти что-то можно еще в любом случае, либо на крайний случай кого-то случайно. Тут имеется в виду серебряная сабля, чтобы ее найти. Но конкретно здесь Грейс Вайдер, это артефактное оружие. У меня есть отдельное видео по артефактному оружию. Поэтому серебряное оружие, оно лучше, потому что оно наносит дополнительный урон против нежити всех типов, что очень эффективно на поздних стадиях игры, да и, собственно, на любых стадиях игры она очень эффективна. Но серебряные сабли можно также найти обычные. Например, у тех же капитанов, которых первых вы встретите в гномьих копиях. Вы, собственно, недостатки продолжаем. Вы теряете внутреннюю телепатию и 2 очка удачи, если совершаете убийство. Убийство — это мирных торговцев, мирных жителей. То есть, например, как у меня было. Я одним артефактным оружием, просто у него навык кровожадности. Он просто не дает предупреждения о том, что, собственно, хотите ли вы атаковать. Я просто всех мирных существ просто позабивал. Из-за этого я, наверное, хаосник. Вы получаете -1 к удаче за прямую кражу из магазинов. Собственно, кражи из магазинов, понятно, законные персонажи, то есть законные, что они не будут совершать ничего такого противозаконного. Также -1 штраф к использованию отравленного оружия. Вы чувствуете себя злым трусом. Вы не можете поднять на нейтральный главный алтарь, то есть вы не можете стать нейтральным, только через шлем противоположного мировоззрения вы можете стать, соответственно, только хаосником. Ваш главный алтарь не может истощать ни жизнь, ни убить врагов, поэтому он слаб против жадных монстров. Скорее всего, главный дар, имеется в виду, скорее всего, Экскалибур. Экскалибур действительно не может истощать жизнь. Вот у меня сейчас артефакт, который истощает жизнь. Про артефакты отдельное видео есть. Ваншотать врагов, то есть с одного удара, тоже такой же есть артефакт, он присутствует. Он слаб против жадных монстров. Жадных монстров — это, скорее всего, что-то боссы, не боссы, или очень сильные монстры, которых мы встречаемся. Но в любом случае он может сопротивляться истощению, Экскалибур, что очень неэффективно. А убийство врагов, да, но если вы раскачаете урон, вы в любом случае убьете врагов. Нейтральные преимущества. По желанию доступен большой список квестовых артефактов, такие как глаза, око. Глаза — это получается артефакт, квест артефакт монаха считается, а око — это волшебника, так называемого. Нейтральное жертвоприношение включает в себя тесак и мьёльнир. Тесак — это, собственно, артефактное оружие, как и мьёльнир. Первый
Тесака он убьет удар по площади, размахивает, как говорится, размашистый удар у него основной. А Мьёльнир вы в теории можете бить электричеством, либо бросать, если у вас достаточно ловкости, либо вы Валькирия. Также уникальное оружие, как Magic Ban. Что касаемо Magic Ban, сложно сказать про него что-то. Я, видимо, либо очень редко с ним сталкивался, либо это, наверное, этот артефакт волшебника, который короткий кинжальчик. Но опять же, я его не получил из-за того, что я сейчас данный другой. Воздушные элементали очень опасные монстры, они могут быть созданы мирно. Воздушные элементали действительно опасные монстры, но они являются поглощателями. У меня есть отдельное видео про поглощателей, если вам интересно, можете посмотреть. Домашние животные могут быть созданы мирно, поэтому как их сохранить живым, как и приручить, вы их можете, как говорится, без проблем. Очень полезно, если вы играете домашних животных, но, как я говорил ранее, например, тесак вам будет мешать, оружие, сохранить их живыми, потому что он бьет по дуге, так называемой, перед вами. Поэтому либо, как у меня вот есть оружие артефактное, которое имеет свойство кровожадности, она просто забивает. Подробнее по оружию это отдельное видео, оно записано уже. Не по конкретному, а по всем типам. Недостатки. Вы теряете внутреннюю телепатию 2 очка, когда совершаете убийство. Ну, убийство мирных жителей, либо, там, например, стражников, торговцев и так далее. Либо просто мирных, как говорится, которые к вам никакого агрессии не проявляют. Использование шлема противоположного мирозрения для восхождения на другой алтарь ненадежно, если вы предварительно не проверите его. По поводу шлема противоположного мирозрения, нейтральный персонаж может стать как хаосником, так и законопослушным. То есть у него в этом вопросе больше выбора, если необходимо. Но, вот, например, законный может стать только хаосник, как и противоположный хаосник, только законный. Большое количество всегда врожденных монстров низкого уровня нейтральной, что не дает нейтральным персонажам никакого прироста рекордов мировоззрения за их убийство, что может быть, кстати, проблемой для реквита. Ну, по-русски говоря, это много нейтральных мобов, из-за этого вам будет труднее набрать опыт быстрее, что может быть возникнет микропроблема. Ну, нейтральные мобы могут стать мирными, из-за этого тут возникнут проблемы. Ну, по поводу проблем, это спорный момент. На меня даже нейтральные мобы нападали, поэтому это я не сказал, что сильная проблема. Собственно, как выглядит шлем в английской версии так называемого мировоззрения. Тут на одной из строчек, если быть точно, второй абзац, второе предложение, начало, оно как раз прописано именно этот шлем. Если вам интересно, можете его заскриншотить, либо посмотреть. Если вы играете в английской версии, вам будет это очень сильно актуально. Собственно, выравнивание, общий текст, так называемого мировоззрения. Вообще, по идее, надо было, конечно, с него начинать, но все-таки. Мировоззрение – это трихотомия, законы нейтральные и хаотичные. Следующие вещи имеют соответствие: монстра, три квестовые артефакты, артефактное оружие, ветви подземелья и твой характер. Ну, что могу тут сказать? Монстры, да, ну, то есть разные типы монстров, разные типы. То есть, например, одни вас будут атаковать всегда, а другие, если вы одним своим мировоззрением, не всегда будут атаковать. Алтари, но очень полезно, особенно со священниками. Ну, можно защиту получить, можно воду святую получить, можно там оружие получить и так далее. Квесты, артефакты, ну, они у всех будут, поэтому они только с 14 уровня доступны, и, соответственно, вам нужно их для начала найти и быть одного с ним вероисповедания, то есть, которое у вас было на начало игры. Артефактное оружие путем пожертвования вашему божеству, собственно, ну, либо погружение в фонтан, если это Экскалибур. Но факт в том, что
Ну, по артефактному оружию есть отдельное видео, поэтому я не буду на нем особо останавливаться. Ветви подземелий, ну, спорный момент, оно не особо сильно на что-то конкретное влияет. Там, скорее всего, просто большое количество мобов так какого-то конкретного типа. Твой характер, ну, собственно, либо нейтральный, вира, закон, либо хаос. В дополнение к мировоззрению вашего персонажа, если являетесь вы законным, нейтральным и хаотичным, у вас есть запись мировоззрения, число называемых в исходном ходе. Некоторые спойлеры указывают на согласием либо двусмысленностью. Алтари бога Молоха являются несогласованными, то есть не незаконные, не нейтральные или не хаотичные. Кроме того, некоторые виды артефактные оружия не являются мировыми, что означает лишь то, что они не выражают принадлежность ни к одному мировоззрению и никак не связаны с Молохом. Ну, что-то похожее с алтарями Молоха, но факт в том, что они как бы могут и все классы использовать. Взаимодействие между объектами разными мировоззрениями многочисленные и разнообразные. Две вещи являются совпадающими, что если когда их выравнивают одинаково, или перекрестными, когда они различные. Ну, переводя на русский язык, что здесь написано, собственно, если у вас как бы две вещи, например, две нейтральные вещи, они будут совпадающие, как их выравнивание одинаково. А перекрестные, собственно, это, грубо говоря, хаос или законность, собственно, вот перекрестные. Продолжаем. Хаотичный персонаж, собственно, преимущество: за убийство мирных людей не дается штрафа за удачу и телепатию, однако вы можете все равно потеряете записи выравнивания. Ну, сложно сказать, я непроизвольно, пока не знал, что есть навык кровожадности, он только на артефактном оружии получается. Я пока не знал, что есть этот навык кровожадности, я просто очень всех шлепал за выравнивание. Прямая кража с магазина дает бонус мировоззрения +1. Опять же, то есть хаос явно незаконный способ ведения, поэтому он не настолько актуальный. Принося жертву, вы быстрее сокращаете время молитвы. Ну, ежу понятно. Принося жертву, вы в любом случае сокращаете быстрее время молитвы, поэтому тут, скорее всего, просто как бы чуть больше скорость. Если вы приносите жертву на свою расу на алтарях, и вы делаете, когда ваш бог отправит вам уникального повелителя демонов, благодаря чему в геноме будет сражаться на одного демона меньше. Также можно вызвать мирного фукубуса. Ну, фукубус — это либо суккуб, либо инкуб, все из того, кого он пошлют. Принесение в жертву своей расы на перекрестном алтаре автоматически превратит этот алтарь в хаос. Но опять же, я вот, видимо, не до конца эту ситуацию понял, только что проведенную строчку. Из-за этого у меня получилось так, что у меня алтари стали хаосными. Теперь будем перекрашивать их в обратную сторону, в нейтральный цвет. Ну, по крайней мере, в моем случае именно так. Поэтому вы можете смело носить шлем противоположного мировоззрения и на законном алтаре. То есть, по-русски говоря, если вы одеваете этот шлем, он генерируется всегда проклятым, вы станете законным персонажем и без проблем сможете пользоваться. Благословленная книга мертвых может приручить нежить. Ну, опять же, до книги мертвых мы не нашли, поэтому по ней сложно что-либо сказать. Если вы не разбойник, вы можете пожелать главный ключ воровства. Главный ключ воровства — это квестовый артефакт разбойника, который дает блокировку половины урона, что очень полезно. Особенно если вы... Артефакт имеет, свойство... Вы не поднимете артефакты не вашего мировоззрения. Особенно если они не нейтральные, а именно
как вам объяснить? Блин. Вы не поднимете, вот, например, вы хаосник, персонаж, то есть вы не поднимете законный меч, грубо говоря, законного вероисповедания, потому что вам просто не даст эта игра сделать. Потому что особенно, вот, например, тот же Экскалибур, грубо говоря, в пример приведу. Вы, например, хаосный персонаж с мировоззрением, и вам нужно, грубо говоря, ну, вы хотите, грубо говоря, Экскалибуром играть, но вам для этого нужен шлем противоположного мировоззрения, чтобы вы стали законным персонажем, чтобы вы, этот артефакт тогда смог вас увидеть, как бы без проблем, чтобы вы смогли взаимодействовать. В любом другом случае, артефактом вы, Экскалибуром, который считается законным артефактом, вы не сможете играть. Надеюсь, я понятно объяснил. Разгневанных недостатки хаотичные. Разгневанных хаотичных богов сложнее успокоить, они будут лучших жертв, чтобы уменьшить количество очков гнева. Ну, сложно сказать по поводу. Судя по всему, вы, как говорится, тупо больше мобов должны им скормить на алтаре, когда вы приносите им жертву, чтобы было в этом вопросе чуть проще. Дары хаотичных жертвоприношений имеют очень мало применения, за исключением Штормбриндер. У него есть серьезный непреодолимый остаток. Опять же, это, насколько я понял, артефактное оружие. По артефактным оружием оно... Отдельное видео есть. Правда, оно поверхностное, но вам, в принципе, подойдет. По крайней мере, там прописано вероисповедание, и вы можете его каким образом найти. Длинный... Другой хаотичный квестовый артефакт, лук Дианы, редко стоит того, чтобы его желать. Ну, лук, скорее всего, будет у лучника, поэтому я думаю, это очевидно. Святая вода вас не вылечит вашу болезнь, вы излечивает ликантропию, но вы получаете урон, когда пьете святую воду. Да, хаосный персонаж получает урон, когда пьет святую воду и не вылечивает болезнь, что очень плохо. Например, вы поймали так называемые, ну, грубо говоря, пищевое отравление у новичков, я больше не уверен, что оно будет с самого начала. Вот, и вам она просто не вылечит болезнь. А если вы будете пить анхоли воду, вам это не поможет, потому что она сделает вам только хуже. Но анхоли для хаосного персонажа она будет его лечить. А святая, наоборот, калечить. Ну, это, я думаю, понятно. Большинство наиболее опасных хаотических монстров всегда враждебны, независимо от вашего мировоззрения. Вы не можете подняться на нейтральный главный алтарь. Ну, сложно сказать. Собственно, ну, вот нам нужно будет подняться, мне вот нужно будет для квеста это сделать, поэтому я буду, скорее всего, делать через следующие действия. Я, скорее всего, через единорогов буду делать, а как по единорогам я расскажу чуть дальше. Мировоззрение монстров отличается... Мировоззрение монстра отличается от мировоззрения или записи мировоззрения персонажа и используется в первую очередь для определения того, миролюбиво ли к вам оно, либо нет. Монстры могут быть законными, нейтральными, хаотичными. Волшебник Андора и жрецы Малоха между собой не связаны. Волшебник Андора — это главный враг вашего персонажа. Он в самом-самом конце, и у него, собственно, амулет присутствует Эндора. Жрецы Малоха — это одна из локаций, где конкретно находится она, не знаю. Я знаю то, что, насколько я понял, она в геноме находится, и жрецы Малоха там присутствуют. И их алтари не имеют никакого выравнивания, то есть они не хаосные, не нейтральные и так далее. Выравнивание определяется целым числом, объединенным. Не до конца я понимаю, что это тут написано, но факт в том, что
Таким образом, хотя монстры одного и того же типа на самом деле имеют одинаковое мировоззрение, некоторые законные монстры более законны, чем другие. Например, в то время как более хаотичные монстры более законны, чем другие хаотичные монстры. Нейтральные монстры в этом пике — это просто любой монстр, который не является ни законным, ни хаотичным. Переводя на русский язык то, что тут было сказано, есть в Википедии по игре, по текущей, по NetHack, присутствует запись о том, сколько хаос пунктов, например, у главного врага квеста. Что очень полезно, потому что вы плюс-минус видите, насколько моб хаосник, соответственно, вы будете примерно видеть, что он у вас будет атаковать, либо не будет, либо законный будет или не будет атаковать. Белый единорог законный, нейтральный серый, черный хаосный. Но это об этом я говорил ранее, не конкретно в видео, а вообще, поэтому я думаю, вы это и так наверняка знали. Единороги очень важны, так ваш бог ожидает, что вы будете уважать единорогов одного мировоззрения с ним. А принесение жертв единорогов перекрестного мировоззрения очень ценится. Тут перекрестное мировоззрение относится только к белым и черным, потому что это два перекрестных мировоззрения, а серые и не серые, они уже как бы не считаются перекрестным мировоззрением, по сути говоря. Совмещенные алтари выравнивания. Совмещенные алтари можно использовать для молитвы принесения жертвы вашему богу. Крестообразные алтари можно переобувать, но не всегда разумно, если есть сопровождающий священник. Совмещенные алтари — это алтари вашего божества. То бишь, либо, например, законные, либо, грубо говоря, хаосник. Все зависит от того, какой у вас персонаж. Либо законный, либо, собственно, хаосник. Крестообразные алтари — это, грубо говоря, противоположный алтарь. То есть вы, например, хаосник, а алтарь будет, грубо говоря, благочестивым, то есть законным. И храмы, то есть где священники присутствуют, то есть рядом с алтарем, такие лучше не разрушать, потому что там появится призрак, то есть ничего хорошего с этого не получится. Вы сможете сделать алтарь, да, но ничего хорошего из этого, в общем, в конечном итоге не выйдет. Поэтому я не рекомендую переобувать вот именно так называемые храмовые алтари, где присутствует священник любого вероисповедания, то есть будь он там нейтральный, законный, либо хаотичный. Выравнивание артефакта. Большинство артефакт имеет мировоззрение. По артефактам отдельное видео есть. И какой конкретно он. Если артефакт не разумен, у вас есть 1/4 шанса быть взорванным. Да, артефакт имеет свойство наносить урон, если вы используете другого мировоззрения. Если у вас другое мировоззрение, чем артефакты, или у вас отрицательная запись мировоззрения, или вы находитесь в форме чего-то, ваш артефакт специально атакует, урон будет составлять 4 D4, либо 2D4, если у вас есть сопротивление магии. Что касаемо текущих цифр, 4D4, вы, наверное, если не знаете, перевожу, это, грубо говоря, вы получите от 4 до 16 урона, это 4D4, и 2D8, 2D4 это 8, от 2 до 8 единиц урона вы получите. Как она считается, собственно, текущая строчка, если чтобы у вас не возникало вопросов. Например, 4D4 она считается по принципу перемножения. То есть первая цифра 4 идет как начальная, а на вторую цифру после буковки D вы умножаете первую цифру, тем самым у вас получается финальная цифра урона. Также урон прописывается и в оружии, в атаках мобов и так далее. Именно в Википедии по NetHack у вас будут именно текущие цифры прописаны через буковку D. Не конкретные, например, 4D4, а вообще в целом. Чтобы вы знали, как они примерно считаются, вам будет эта информация полезна. Если вы ее не знали, конечно, до этого. Если у вас достаточно здоровья, чтобы пережить взрыв, вы можете использовать артефакт. Опять же, о чем речь? То есть на высоком уровне, когда у вас много хп, в теории вы можете использовать артефакт, но это
сомнительное решение. Опять же, если артефакт неразумен. Если артефакт разумен, то вы просто не сможете его использовать. Разумные артефакты могут излучать более сильные взрывы, так как они могут ускользнуть от вашего внимания, это означает, что вы их не сможете использовать. О чем я говорил до этого, пример с Экскалибуром. Если вам интересно, можете перемотать. Что хаосный персонаж не сможет использовать Экскалибур, который является законным. Исключение есть только он один шлем противоположного мировоззрения. Потому что Экскалибур просто не даст себя взять. И у меня было так, что вот этот артефактное оружие просто убило главного героя, когда я попытался его поднять. Расположение подземелья. Расположение подземелья, собственно, ну, оно не особо что-либо влияет. Ну, оно показывает все, где, как объяснить, большинство мобов присутствует. Ветви подземелья могут выровнять в том смысле, и поколение монстров в этой ветке смещается в сторону монстров этого мировоззрения из-за скорректирования частоты появления монстров. То есть большинство монстров будут законных в гномих копиях. На уровнях Оракула они будут нейтральные, Собакана, соответственно, тоже они примерно одинаковые. Остров Медуза будут все, большинство хаосниками. Башня Влада, но я не доходил еще, будут тоже хаосниками. Все остальные уровни согласованы без особого сдвижения в одну из сторон. Собственно, продолжаем. И, собственно, самая важная табличка, которая вам очень сильно нужна будет, собственно, английская версия этой таблички, это прирост, способ. И, собственно, русская версия этой таблички – это способ, как стать конкретно противоположным выравниванием, если вам это необходимо. Но в моем случае это мне нужно, потому что я случайно стал хаосником, и мне нужно вернуться обратно в нейтрала. И вот мне, чтобы для этого мне нужно найти, во-первых, алтарь нейтральный. И найти белого единорога, например. Это будет попытка преобразовать алтарь, но все же это будет лучшая попытка. Либо найти нейтральный алтарь и принести своего черного единорога. Учитывая то, что я хаосник. Вот, и мне вот это вот... Я поэтому, наверное, и хотел вам рассказать эту информацию, чтобы вам было просто более в целом информативно полезно. Возвращаемся к нашим, как говорится, баранам. Собственно, у нас... Смотрим свои атрибуты, которые у нас присутствуют. Наш персонаж турист, 13 уровень, человек, нейтральное вероисповедание. По поводу того, кого я говорил, это другой персонаж, который хаосного типа. Он идет совмещенный с главным персонажем, иногда даже чуть быстрее, иногда чуть медленнее. Чтобы я вам что-то мог донести, что-то рассказать для этого. У нас, собственно, эффект полной луны, ночное время. Мы прошли практически 60 тысяч шагов, 59, если быть точным. У нас 111 хп, армор класс минус 16. У нас автоподбор золота стоит. Золота пока в наличии нету, но оно убрано. У нас получается сила 18-24. Ловкость 18, выносливость 18, интеллект 18, мудрость 13, харизма 16. Мы, получается, сытые. Мы перегружены немножко. У нас экипирован даггер. Мы скиллованный даггер. Команды Enhance. Вот как она прописывается. Вы нажимаете решетку. И вот она через букву G, она прописана. Собственно, эта команда. Вы ее нажимаете, у меня замиджена на кнопочку. И вы смотрите, что у вас за...
собственно, какие скиллы у вас, что у вас вообще персонаж умеет, в какую сторону его стоит развивать. У нас получается раскачанный даггеры для эксперта, то есть кинжалы так называемые, топор на базовый уровень, потому что мы владели кливером, так называемым артефактным топором, и из-за этого у нас он раскачан. Короткий меч, так называемый, на продвинутом уровне, но мы его можем дальше улучшать. Что касаемо решетки, мы больше не можем повышать уровень, достигнуть максимум. Звездочка еще мы можем повышать уровень, но нам в данный момент не хватает опыта для этого. Ну, если быть точным, уровня нашего персонажа. Вот. Собственно, все остальное у нас не прокачано, кроме дротиков, которые у нас тоже на продвинутом уровне присутствуют. Также у нас вот звездочка присутствует на предсказании, так называемый Divination. Ну, это магия, она, как можно сказать, вспомогательная. Также, собственно, по инвентарю, что у нас в целом. Ну, как бы вам объяснить в целом. Наверное, я вам лучше попытаюсь объяснить, что вы, собственно, вообще на экране видите. Какие команды и как, собственно, узнать, какие у вас команды. Потому что наверняка у вас будут другие команды. Вызываете команду Help. Собственно, либо она, так называемый знак вопроса, и у вас прописываются команды, которые вы можете использовать, и, собственно, что они означают. Все команды, которые прописаны у меня, они вот, собственно, здесь представлены, только у меня они забинжены на кнопочки, тем самым мне они более удобны в этом вопросе. Какие команды вообще присутствуют в игре и что, собственно, каждый из них делает. На конкретных мы остановимся в любом случае. Я конкретные команды объясню в целом, которыми я, по крайней мере, чаще всего пользуюсь. Какими я не пользуюсь, я на них, скорее всего, останавливаться не буду. Чтобы вызвать, собственно, эту менюшку, вам нужно нажать решетку и там прожать звездочку. Либо просто не звездочку, а знак вопроса. В моем случае знак вопроса поставлен сюда, на выпадающее меню, тем самым у меня здесь прописано, что еще присутствует, какие команды еще есть дополнительно, собственно. Вот это дополнительные команды, они прописаны. Есть, собственно, основные команды, которые прописаны здесь. Собственно, вот тут по движению, по недвижению и так далее. То есть, какие вот вообще есть команды. У меня они также прописаны. Ну, для этой игры желательно владение английским языком хотя бы на базовом уровне, либо хотя бы со словарем. То есть, чтобы вы могли плюс-минус представлять, что плюс-минус игра вам говорит. Но, опять же, если вы посидите в ней, не знаю, день, два, три, там, 10, то вы плюс-минус поймете, что говорит конкретно конкретная игра, даже если вы не особо сильны в английском. Первая, собственно, команда S, собственно, переименование в большинстве случаев это вы тут, получается, можете ренеймить, что вам необходимо. Так называемые монстры, предметы в инвентаре переименовывать, можете переименовывать в листе какие-то необходимые. Про лист я сейчас чуть позже расскажу. Лист ваших предметов открытых. И, собственно, этаж, так называемый, подземелье можете. Чтобы вызвать его, это получается S английская. Либо вот не как доллар, а S просто.
как она русская, грубо говоря. Если палочку, грубо говоря, в левую сторону падающая будет у вас, собственно, вылетит список открытых, получается, открытых, ну, собственно, что вам из оружия, вооружения, свитков и так далее доступно. То, что у вас открыто, что не открыто, что, собственно, вот названо. Вот, например, палочка холода, 4 снизу, Wand Cold, собственно, она прописана, и вот, как и все остальные. В моем случае они также прописаны. Ну, тут не все прописаны, а часть из них прописана, и поэтому я плюс-минус имею представление о том, что они из себя представляют. Как узнать, что конкретно они из себя представляют? Вам просто нужно идентифицировать их. Либо через свиток идентификации, либо через заклинание идентификации. Свиток идентификации желательно благословленная версия, либо, по крайней мере, не проклятая. Ну и, собственно, камни. А вторая команда, ну, собственно, которая... Начнем, как говорится, слева направо. Вторая команда — это такие вот, так называемый треугольничек. Это... получается тип ловушки, который вы... Вот, например, рядом с нами присутствует ловушка Sleeping Gas, сонная ловушка, так называемая. Мы нажимаем, собственно, так называемую стрелочку вверх, нажимаем на тип ловушки и смотрим, что это нам показывает. Это сонная ловушка. Идем дальше. Следующая команда, собственно, она идет как антрап. Вы с помощью этой команды можете задиспелить ловушки. Ну, не все, но часть из этих ловушек вы сможете задиспелить. Вам об этом скажет сама игра. Если вы не сможете ловушку задиспелить, вам об этом скажет игра. Следующая команда, команда Deep. Это одна из основных команд, которые вы чаще всего, я, по крайней мере, использую. Это команда взаимодействия с поушенами. В большинстве случаев я именно так ее использую. Так, например, святой, проклятой воды, либо просто взаимодействие, например, поушенов, масла и так далее. Факт в том, что это команда взаимодействия. Собственно, она прописывается как Deep. Команда Red, Read — это, собственно, прочтение. Прочитать вы можете как свитки, так и книги в основном. Ну, также вы можете, конечно, и надписи прочитать, но в большинстве случаев это не нужно. Собственно, команда QR, это, собственно, питье, если у вас есть что-то, что вы можете пить, в большинстве случаев вы можете пить зелья, то вы, скорее всего, сможете их пить. Через команду Apple вы сможете взаимодействовать с вашими палочками, инструментами, гемами и так далее. Ну, иногда с едой. Через команду E, собственно, это тоже основная команда. Команда Eat, еда, так называемая. Очень важная команда. Чаще всего ей будете пользоваться. Потому что есть персонажу нужно в подземелье, иначе он погибнет от голода. Получается, так называемая стрелочка вверх и D — это так называемое пинание. Опять же, у меня, я повторюсь, возможно, вы не понимаете, почему именно такие команды. У меня вы открываете, собственно, знак вопроса, решетка знак вопроса, и здесь вот прописаны команды, о которых я в данный момент говорю. И прописано название их, собственно, как их найти, и описание. Что они из себя представляют и как, собственно, ими пользоваться в целом. Вызывается это через решетку. ND1 — это дропание предмета, количество в одном штуке. Соответственно, нам говорят, что ты хочешь дропнуть.
Это очень полезно. Вот, например, у меня 7 даггеров, ну, не проклятых. Очень полезно, если я захочу, например, их дропнуть. Очень полезно будет. Я мог бы их элементарно дропнуть, если необходимо. Команда offer, так называемая, она используется для жертвоприношений. Я ее забинжил на кнопку, чтобы проще было, так называемое, приносить жертву своему божеству. Уйди. К нам идет гремлин. Гремлины чем опасны, их можно убить. А, он убежал. Ну фиг с ним. Убежал. Эта команда была сид. Собственно, где ты хочешь сидеть? Но я, собственно, нигде не хочу сидеть, поэтому команду просто отменяем. Наш питомец убил гремлина. Фиг с ним, пускай валяется. Команда RUP тоже одна из основных команд. Вы сможете с помощью нее взаимодействовать с лампами, либо вот с камнями, с пробными камнями, как в моем случае. Touchstone. Команда Raid, собственно, она необходима для оседлания вашего пони, животного, которого вы можете оседлать. Для этого нужно, во-первых, перчатки, ботинки, иметь любой тип, и иметь, чтобы на этом в вашем животном, которое у вас есть, было седло. Желательно не проклятое, а лучше благословленное. Команда Invoke, она для взаимодействия с квестовыми артефактами в основном идет. Поэтому, если вы не дошли до нее, то вам она еще пока особо не нужна. S маленькая, вот я, честно говоря, не помню, что... S маленькая, это у нас открывание-закрывание двери. Очень полезно, особенно если мобы не умеют открывать-закрывать двери. Вы просто можете открыть-закрыть перед их носом двери, и они будут стоять и тупить. Собственно, команда Enhance, собственно, я ее называю Enchant, в общем и целом для просмотра ваших умений и так далее. Идем дальше. Команда T, так называемая Throw, это то, что с помощью этой команды можно кинуть любой предмет, будь то зелье, дротик и так далее. Но опять же, это в общем и целом полезная команда, особенно для приручения питомцев и так далее. Z маленькая, это, собственно, использование ваших палочек. Z большая, использование ваших заклинаний. Q, собственно, это ваш колчан. То есть, в моем случае, у меня экипированы 7 даггеров. В общем и целом. Команда F, это так называемый fight. Вы сможете как объяснить вам? Сможете, собственно, выбирать сторону, и в какую сторону вы будете там кидать экипированные, например, в моем случае даггеры кидать. Команда E — это прописывание, собственно, чем вы хотите писать. И вот мне говорят, в основном я пишу пальцем, но первое самое значение. Также можно писать, собственно, кинжалами, палочками, кольцами и так далее. Я все-таки рекомендую прописывать ударными палочками, если вы их особенно не часто используете. Ударные палочки — это палочка света, палочка копания или палочка огня. Полупостоянный алберет, именно его в основном прописывают. Продолжаем. Точка с запятой — это, собственно, нажимаете на нее и пикаете на любой предмет, который хотите увидеть, и, собственно, вы видите, это что это за предмет. Буковка D маленькая — это выброс одного предмета рандомного. Именно одного предмета, то есть, грубо говоря, если чем отличается ND1 и D просто,
ND1 из стопки выкинет один предмет, а буковка D выкинет полностью стопку. Вот, например, 7 даггеров, которых у меня не проклятые, голубенького цвета. Запятая, она поднимает собственно, то, что лежит под вами. Чтобы узнать, что лежит под вами, нужно двоеточие нажать. Команда И, она показывает ваш инвентарь. Очень полезно. Это основная из команд, которые чаще всего вы будете пользоваться. Команда S — это, собственно, N5, S и N, как говорится, 140S. Это одна из, ходы, так называемые. То есть S — это просто один ход вы пропускаете, N5S 5 ходов, N140 S — это 140 ходов пропускаете. Количество ходов может быть рандомно, я просто прописал, как мне удобно, я именно так и использую. А также присутствует внизу меню. Собственно, опять же, по меню сложно тут сказать. Я не настолько силен. Опять же, это все индивидуальная настройка конкретно игры в целом. То есть настройка самих, собственно, менюшек, настройка самих этих, настройка там самой даже графики и так далее. Следующее, собственно, это 3 точки. Это вызов клавиатуры, но она нам не нужна, мы пользуемся без нее. Собственно, решетка — это пользование через команды. То есть как вам объяснить? Пользование, в общем говоря, через команды. Переводя на русский язык, чаще всего я пользовался, мы по ней сейчас можем тоже пробежаться быстренько. По решеточке. Смотрите, первая команда, буковка А. Собственно, знак вопроса — это общая информация о том, вообще какие команды бывают, что они, собственно, и делают. Adjust — это, насколько мне известно, я и не пользуюсь. В большинстве случаев она, собственно, дропает предмет. Аннотации я, честно говоря, не пользуюсь. Можем, в принципе, на нее нажать. Аннотация — это прописывание уровня. Название уровня — это команда call, собственно, она через S прописывается. Команда chat, собственно, она прописывается для взаимодействия с теми же священниками. По крайней мере, я ее использую так. Кондукт — это, собственно, прописывается о том, есть ли у вас желание, полиморфные формы и так далее. Был ли у вас вообще геноцид на уровне. Deep, собственно, о чем я говорил, взаимодействие с предметами. Собственно, продолжаем. Enchant, собственно, как говорил, список ваших способностей. Force, это использование силы. Я не рекомендую использовать силу. Лучше, на крайний случай, выбивайте дверь через команду kick. Invoke, собственно, взаимодействие с квестовыми предметами. Jump, это прыжок, я думаю, понятно. Loot, собственно, что вы хотите лутать. Мы ничего не хотим лутать. Собственно, лут — это просто, как, грубо говоря, подбор, не подбор предметов, которые лежат под вами. Либо монстр, это опять же описание. Это использование специальной обилки монстра, если вы превратились в его форму. То есть, например, я превращался, например, в ликантропа, не по своей воле, но все же. Он мог призывать себе на помощь союзников. То есть, призывать, например, Феррат, призывает себе крыс на помощь. То есть, вокруг вас появляются крысы с вами союзные. Они будут драться за вас. Это одна из тех способностей. Собственно, продолжаем. Name, я думаю, понятно. Name — это занеймить ваш инвентарь. Offer — это пожертвование. Собственно, эту команду я не использую.
Wheel, я, честно говоря, даже не знаю, что это. Нет, я ее использую. Это одна из тех команд, которая у меня забинжена на кнопочку, поэтому я даже не знал ее существования. Ну, собственно, это показывает весь ваш уровень, то есть ваш прогресс основного подземелья, то есть где вы были, что вы делали, где что плюс-минус находится. Команда Pray, собственно, это молитва, но мы сейчас нажимать ее не будем. Quicker, собственно, так называемое после Pray идет Quit, так называемый выход. Нам он сейчас в данный момент не актуален, мы ее нажимать не будем. Ride, собственно, это приручение питомца, если на него можно сесть, и у него есть седло, у вас есть рукавички и ботинки, вы на него можете сесть. Собственно, руб, взаимодействие с камнями, лампами. Сид, собственно, это сидение. Нам не, собственно, где вы хотите сидеть, как говорится, мы не хотим. Сидят обычно на тронах, если вам эта информация нужна. Либо сидят, если вы... Можно использовать для высаживания яиц. Продолжаем дальше. Я не знаю, что это. Я не взаимодействую с текущей командой. Это, скорее всего, координаты монстров, не монстров, что присутствует на карте. Нам это не актуально. Продолжаем, собственно. Тип. Очень удобная команда. Сразу вызывает ваш инвентарь, но я ей не пользуюсь. Возможно, в будущем буду пользоваться. Тарн — это, собственно, отпугивание нежити. Но умеют отпугивать нежить только рыцари и так называемые клерики, поэтому не всем эта команда подходит. Два оружия — это взаимодействие с двумя оружиями. Опять же, у вас должно быть два оружия, которые можно соединить. В моем случае нам прописывают, что мы не можем использовать, потому что у нас есть щит. Антрап, но я по ней уже говорил, это обезвреживание ловушки, если это возможно. Если невозможно, вам игра об этом напишет. Версия не актуальна, потому что у вас все индивидуально. Будет в моем случае версия 3.6.6. Последняя команда, представленная в списке, это VAP. Собственно, это взаимодействие с вашим лицом с помощью, как он называется, полотенцем. Товел, по-английски она прописана. У меня, наверное, в наличии нету, поэтому я вам не могу показать. Если у вас ослепили, когда вас скинули, например, пирог кремовый, вас ослепили, но, по крайней мере, меня еще не ослепляли именно им. И когда вас ослепили им, вы можете использовать через команду Apple. Через команду Apple у вас тут должен быть, собственно, ваше так называемое полотенце. Вы морду лица свою вытерли, использовали на себя. И, в принципе, проблемы исчерпались сами собой. В принципе, собственно, нижняя строчка. Продолжаем. Собственно, буковка W. Это взять оружие в руки, какое вам нужно в данный момент. То есть, например, мы можем взять, например, тот же рог единорога в данный момент, либо, не знаю, либо просто пустые руки, как говорится, сделать. X — это смена оружия. Например, у нас в данный момент, как вы видите, экипирован Стинг, а короткий меч эльфийский +1, он серого цвета, не экипирован. Мы нажимаем X, и у нас он, собственно, поменял цвет, тем самым он взял в руки короткий меч. Команда P — это, получается, одевание предмета. Я в основном использую для одевания бижутерии, то есть называем колец и украшений. А для остальных команда R, собственно, для снятия всего я использую. Команда W большая — это одевание
брони, оружия, не оружие, а именно только брони всех типов. Команда Т это снятие. Собственно, В это одевание, Т снятие. А это массовое снятие, то есть если вам нужно экстренно что-то снять, вам покажут, что вы можете конкретно снять, вы нажимаете, например, армор, грубо говоря, говорите ОК, выбираете все галочки, нажимаете ОК, и у вас все снимает с себя. Мы в данном моменте это делать не будем. Команда Jump, она, собственно, если очень помогает определять очень быстро ботинки, помогает спастись в критической ситуации. Важное условие в том, что вы должны видеть, куда вы будете прыгать. Опять же, присутствует дальность по прыжкам, поэтому не можете вы на полкарты спрыгнуть. Команда «Отпугните нежити», как я говорил ранее, только рыцари либо клерики могут это сделать. У них прописано по классу там. Команда «Телепорт», у меня нет такого спелла, чтобы им пользоваться. Команда «Смотрение под ноги», двоеточие. По поводу всех команд, где вы можете посмотреть, вы можете нажать знак вопроса и все увидеть под этим. Прописанные все, собственно, команды, о которых я, собственно, сейчас говорю. Собственно, о которых я говорю, и которым я даже, возможно, и не сказал вам, поэтому вот. Большая буква D это массовый дроп, так называемый. Вот, например, нам нужно, не знаю, дропнуть свитки кучкой. Мы нажимаем ОК, ОК. И тут выбираем, что конкретно хотим, и нажимаем ОК, и, собственно, они дропают конкретные предметы. Кнопка P это команда P, взаимодействие с предметами. То есть вы, грубо говоря, дропаете, точнее, как сказать, вы поднимаете предметы в свой инвентарь и оплачиваете их. То есть, если у вас должно хватать денег. То есть, вот, та строчка, которая идет после бакса, двоеточие, у нас еще на 0. Команда апостроф это, собственно, история вся, которая присутствует. Что у вас происходит вокруг вас, что было, что есть и так далее. Собственно, апостроф и X это ваши атрибуты, то есть основная характеристика, которая вам необходима. Чтобы вызвать дополнительную характеристику, вам нужно использовать либо зелье просветления, либо палочку просветления на себя. Либо использовать артефакт. Что-то там связано с глазами. Квест в артефакт монаха идет. Следующая команда, в моем случае, МО. Собственно, мы ее уже видели. Это полностью прописанный, что с вами происходило, где что плюс-минус находится, где какие этажи, где что находится. Очень полезно посмотреть, где что плюс-минус находится, сориентироваться, прибежать куда необходимо и так далее. Что касаемо тут команды О, собственно, это дополнительные опции, но я их не рекомендую в основном менять. Почему? Потому что в большинстве случаев они не дадут вам себя поменять, потому что вам их нужно отдельно прописывать. Прописывать вам нужно в дефолт файле, который у вас присутствует в том месте, где у вас игра. Соответственно, вам нет смысла на конкретных командах останавливаться, потому что я их еще сам особо не знаю до конца. Я их сейчас видоизменяю в случае необходимости. Я вам расскажу потом лучше дополнительно это, если я на них потом остановлюсь. Ладно, мы на этом остановимся. Всем спасибо, всем пока.